Всем привет, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня решил выбраться на прогулку. Взял тележку с собой и хотел вот эти вот банки, которые мы видели в прошлый раз с вами, вот здесь вот в этом краю леса, пособирать банки из-под краски старые и зайти вот в эту часть леса, посмотреть, что здесь. Может, тоже какой металл валяется. Здесь мы какие-то пластины с вами странные находили. Сегодня хорошая погода, тепло. Я даже оделся очень тепло. Вот не знаю, насколько меня хватит. Как устану, соберемся, значит, домой. Посмотрим, что нам попадется. И сегодня такое необычное начало у нас видео. Видели, сколько я насобирал алюминиевых банок. Сейчас их здесь буду мять, наверное. Или не буду мять. В общем, посмотрим. Взял с собой 2 пакета и мешок под железо. Сейчас вот железо соберу в большой мешок. Вот еще, когда проезжал сюда, в старой свалке, попались, вот увидел вот это ведро, торчало. Сейчас травы нету, видно все. В мусорке старой торчало вот это вот ведерко. Здесь еще алюминий немного собрал. Сегодня ветреная погода, извиняюсь за звук, если вдруг меня будет плохо слышно. Вот такой медный проводок тоже достал там. Также заглянул в мусорный ящик, и там валялся кабель вот такой антенный, тоже взял его, здесь луженая медь, оплетка. Не стал показывать, открывать бак. Вот, нашел ее, в общем, там. Выдвигаемся. Вот эти банки начинаются. Это еще, наверное, времен Советского Союза, а может 90-е. Сюда кто-то одни банки в лес выбрасывал, в эту часть леса прям одни банки с подкраски. Но они еще и не гнилые, вон какие. Даже вот не знаю, мять их или не мять. Вот они, одни банки. Ведро какое-то валяется. Нифига себе, в тот раз я его не видел здесь. Мы же были в тот раз, наверное, недели 3 назад я здесь был. Вот такая вот находочка. Вот еще банки лежат. Неплохо. Еще какая-то банка. С-под оливок. Маслины. Из Испании. Какой интересный год. Есть тут где-нибудь год или нет? Эти уже гнилющие. Заперся я в дебри. Но здесь больше банок нет. Но я заметил ведро. Банки, видимо, кто-то выбрасывал только в том краю. Ведро без дна. Ну и ладно, пойдет и так.
А это что еще такое? Непонятное за сооружение. Какой-то шалаш. Шалаш чей-то. Стретчем кто-то тут сооружал. Вон валяется стретч. Фига себе. Иду обратно к своему металловозу. Тоже интересно, столько банок алюминиевых припер. И нет вот в баке бросить. Надо вот вывалить, чтобы засрать всю округу. Может, не знаю, может баки в это время полные были. Коровы какие-нибудь растрепали или собаки. Но ящики заглянул, пустые. А этот мусор валяется уже здесь, наверное, 2 недели. И почему никто не убирает, понять не могу. Вот за что вот люди платят вот мусорщикам? Вот, ну как вот это вот понять? И людей можно тоже вот винить, что они раскидали, вот кто-то, может, специально привез, выбросил. Лень было руками поднять мусорный бак. В общем, не знаю, кто это все делает. В такой вот срани живем, короче. Сами все видели. Собрал я все банки. Они были, считай, все мертвые. Одну оставил только. Эти все помял. Вот сложил в мешок. Сейчас поедем дальше. Посмотрим, что нам попадется вот после восковольтной вот в той части леса. Кто-то в комментариях писал: возьми с собой мешок. Что ты возишься с этой тачкой, у тебя все падает. Вот сегодня взял мешок. Спасибо большое за комментарий. Пишите комментарии, не стесняйтесь. Я стараюсь всем отвечать. Также ставьте оценки, не забывайте. И кто еще не подписан, подпишитесь, потому что 92% смотрят без подписки. Не поленитесь, подпишитесь, если вы посмотрели и вам понравилось. Не поленитесь. Вижу, что-то валяется. Но я не уверен, что это железо. Наверное... Ой, наверное, пластмасса. Да, канистры какие-то лежат. Да, это пластик. Ищу заезд, как сюда заехать. Здесь все поросло кленом молодым. Не знаю, где мне бы вот заехать сюда. Откуда находки пойдут. Здесь тоже какие-то банки я из-под краски видел в том году. За грибами ходили по дороге. Проходили, я здесь заметил что-то похожее на банки. Может, тут и нет совсем ничего. Блин, ветрище сегодня. Как бы на мою башку тут ничего не упало. Изолятор валяется. Еще один. Еще. Травка зелененькая. Хороший такой лесок. Вот же нормальный заезд. Куда меня понесло? Ладно, сейчас как-нибудь здесь проеду туда, вглубь. Нашел какой-то мусор старый. 2 петельки здесь есть. Возьмем их. Еще какой-то мусор валяется. На кастрюлю наступил. Это горшок, а не кастрюля. Горшок нашел.
Вижу еще что-то. Какое-то железо. Опять, наверное, банка с подкраски. Нет. Какой-то квадрат. Половина от асбестовой трубы. Такс. Вау! Лейка. Такая малюсенькая. Еще вот что-то лежит. Такая леечка игрушечная. Вот еще алюминиевая банка под консервов. Еще вот одна. Гвоздь. Оба-на! Это что такое? Какой-то огнетушитель, что ли? Или труба? Не, труба. На ней еще проволока алюминиевая есть. Это точно с советских времен тут лежит. Может, на банке даже год есть какой. Только отключился. Здесь еще что-то лежит. Я не знаю, что это. Вот алюминий. Такая вот штука. Опять находка. Это чугуны таскать. Не знаю, как рогатина она или как называется. На дерево кто-то повесил. Да, находочки тут есть. Нифига себе. Блин. Прям вот глаз прям как чует вот. Неожиданно прям. Санки. Офигеть. Санки старые. Железные. Такие вот сани. Блин, ну лес, конечно, радует. Чё, ничего, хоть и легенькое железо, а попадается. Пошебуршил я еще в том месте, где я вот нашел эти находки, но больше ничего там нет. Сейчас еще здесь поищем. Вот тут такое место какое-то, низина какая-то. Но если честно, вот в этом лесу за всю жизнь я здесь никогда не был. Вот здесь, хоть и живу прям рядом, но сюда не заходил. Опять ведро. Сколько оно тут лет, интересно, лежит. Дно отвалилось. Тут еще внутри проволока алюминиевая. Вон там. Что-то мне попало в сапог. Снял, проверил. А где подкладка? Видимо, где-то сапог снял и подкладку. Извините меня за такое, но по-другому я свои действия описать не могу. Сейчас проедем вон туда, еще в тот угол. Там мы еще не были. Может, там чего-нибудь еще ухватим. И, наверное, выдвинемся домой. Посмотрим. Кто-то проезжал сюда, в лес, распилили вот эту вот упавшую сосну. Хорошие дрова.
Ну вот еще банки. Сейчас их тоже возьмем. Заберу вот эти 3. Вон та вон с краской, там половина. Так, друзья, очередные находки нас ждут. Ну по традиции кастрюли, как же без них. Офигеть, да тут, блин, этих кастрюль. Так, аккуратно. Так, банка. Вторая кастрюлька. Еще одна банка, ведерко. Тоже заберем. Вот еще одна кастрюля. Так, а как мне их вести, интересно? Залезут они в мешок или нет? Большой вопрос. Это у нас чашка. Еще чашка. Даже терка есть. Нет, это не терка. Что-то от телевизора или от какой-то техники старой. Еще одна кастрюля. Вот от этого, наверное, телевизора вот эта штука. Вот кто-то выбросил. Еще что-то валяется. Проводок вон медный. Это какой-то приемник, что ли, был. Бокал. Может, тут еще что-нибудь есть интересное? Бродил, а ведро что не взял-то. Так, это опять с краской. Полные даже, офигеть, даже не открытые. Полные. Еще. Какие чашки хорошие, прям котейки, что ли, одну оставить. Чашку. Хорошие чашки. А то вечно меняем пластиковые эти, они чё же им мнутся. А это вон какие хорошенькие. Прям детские какие-то чашечки. Очередная находка. Это динамик вот от этого приемника или радио. Хотя это одно и то же, что я несу. Уточка. Нет, это, наверное, гусь. И лебедь. Так, а вот это вот что-то уже интересное. Нифига себе. Это от этого радио, что ли? Или, это магнитофон какой-то, кнопки. Блин, ну. Вообще скрыто все. По кастрюлям чисто нашел. Здесь вот одни бутылки. Вот это вот хорошая плата. Ну, на ней тут, не знаю, наверное, даже трансформатора даже нет. Катушку вон одну вижу с медью. Вот эта вот штука, не знаю, латунная или нет. Дома проверим все. Такая вот штуковина. Моторчик есть, правда, вот. Но все равно. Это хорошо. Какая-то штуковина, не знаю. Черный металл. Уточку сюда посадим. Находки продолжаются. Чуть поодаль от того места. Вот еще банки с-под краски. Еще вот старая какая-то свалка. Даже ворошить неохота, все уже под листьями. Опять банка. Нескафе. В те года очень был популярен. В нулевых.
Наш сегодняшний металлопоиск подошел к концу. На ваших экранах весь черный металл, добытый за сегодня. У меня уже он долго лежит, и погода существенно поменялась. Вчера весь день лил дождь, сегодня ветрище. Если будет плохо слышно, извиняюсь за звук. Но так всегда происходит, когда я начинаю съемку. Сейчас как-то соберу этот черный металл, наверное, в 2 раза взвесим. Кое-что еще сомну, ведро натолкаю полностью. Сейчас начну собирать это все в мешок, компоновать, и будем взвешивать черный металл. Благополучно закончил работу мой прессовальный цех. Такой, конечно, металл, вот эти банки ржавые, они вообще ничего не весят. Их, наверное, сдавать только на черный день. Я вот недавно смял консервную банку из-под сгущенки. В ней веса и то, наверное, оказалось больше, чем в такой ржавый из-под краски. Первая партия железяк ровно 12 килограмм. Второй мешок 10 килограмм. Итого у нас получается 22 килограмма черного металла. Переходим к цветному металлу. Вот такой вот магнитофончик нам достался, точнее плата от него. Вот это вот потер, думал латунь, а оказалось, наверное, алюминий. Это не знаю, еще доставать надо. Сердцевина вот эта вот латунная сама. Потом еще вот эти вот штуки латунные, они запрессованные, их только вырывать нужно. Вот здесь еще вот такие вот есть, тоже латунь. Их надо выдергивать будет. И самое ценное — это вот этот мотор. Отсюда можно достать немного меди. Проводки я все уже вырвал отсюда. Вот еще плата. Кто знает, подскажите. Вот эти вот КМ-очки красные, это КМ-ки или что это? Еще вот 2 мизерные катушки медные здесь есть, можно сорвать. Вот такие вот радиодетали здесь находятся. Также еще сорвал, в черный металл улетел, у меня динамик нашел ржавый. Вот эта вот штука тоже оказалась латунь. Надо ее тоже отсюда вырвать. Алюминиевая ведерко, ободок и ручка медные. Сниму в дальнейшем после съемки. Также вот еще всякие баночки алюминиевые. Еще с алюминием у нас немного электротеха. Такой вот алюминий. Конденсатор. «695 грамм алюминия». Конденсатор я не взвешивал, так как внутри него алюминиевая фольга, а сам вот этот корпус, он практически невесомый. Будем честны с вами. Тоненькие медные проводки, но я их тоже собираю. Потом посмотрим, сколько вот из таких вот тоненьких проводков можно получить меди. У меня уже накопилось почти 2 таких больших магнитовских пакета с проводами, с медными. А потом всякую мелочь вот эту обожжем и посмотрим на результат. Также еще найден был вот такой антенный кабель. Отсюда можно оплетку снять потом. Практически 1 килограмм алюминиевых банок. Алюминиевые баночки сегодня тоже кто-то мне подвалил. Кому понравилось данное видео, поставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик. До скорой встречи, друзья. Скоро увидимся.